Hey, my name is Vadim. I'm from Dallas, Texas. I came to Belarus 5 years ago, and here I study at the Belarusian State Academy of Arts. I study production design and in Russian. Меня зовут Вадим Дозмаров, я приехал сюда 5 лет назад. Здесь я учусь в Белорусской академии искусства и на художнике кино. Я родился в России, и мне было 1,5 годика, когда увезли еще в Штатах. То есть, когда там Советский Союз развалился, мой дедушка, работая ученым, переехал туда, чтобы продолжать свою работу. Я очень редко встречал людей из постсоветского пространства. Очень редко. И когда я их видел, я сразу притягивался и старался разузнать как можно больше этих людей. Дедушка мой хотел, чтобы я был доктором. И я в школе учился на ассистента медсестры. Вот. И нас отправляли на разные конференции и пригласили в разряд развлечения гипнотиста. Вот. И он выбрал из 1500 людей 4 человек, это один из них был я. И меня поставил под гипноз и спросил, чем я хочу заниматься. Я под гипнозом сказал ему, что я хочу быть художником. И он щелкнул пальцем и сказал: с этого момента ты будешь стремиться к тому, чтобы быть художником. И я считаю, что это именно он виноват в том, что я не стал доктором. Я очень любил пить очень много кофе и по ночам сидеть и рисовать. Вот. И днем на велосипеде катался в кофейнях и там рисовал. А потом, когда выяснилось, что мне нужно какое-то обучение, чтобы стать художником, так считал мой дедушка, и я учился в разных мастер-классах. Я учился в Италии, кстати, месяц во Флоренции. Мне просто так сошлось, что художник из постсоветского пространства, Григорий Тройк его зовут, у него мастерская в Далласе, мне сказал, что лучше всего поехать куда-нибудь на постсоветском пространстве. Так вышло, что мы выбрали Беларусь. Вот. И заодно для меня это была возможность просто прочувствовать хотя бы своего дедушки больше, понять его и ту страну, из которой он уехал. Буквально мы написали имейл, я поехал в Нью-Йорк, открыл визу, вернулся, купил билеты, и я отправился сюда. Когда я только приехал, я был настолько вдохновлен этим Советским Союзом, что я ходил в шапках-ушанках, я ходил в этих советских свитеров, курил Астра-сигареты и слушал Высоцкого на планшете. Люди на меня смотрели и говорили: наверное, это он американец. То есть я настолько был в образе, что я на самом деле, оказывается, выделялся. Я начал учиться как монументалист, но потом я вспомнил, что я имел какие-то отношения к кино в Америке, то есть я снимался там в каких-то массовок, я для кого-то делал раскадровки, я встречал киношников, и мне так понравилось именно энергичность связана с этим, там определенный шарм есть. Но все равно меня все тянуло к искусству. И когда я приехал сюда учиться, что-то меня опять поперло пойти на кино, и я почему-то вбил в голову, что все возможно касательно кино. То есть это именно направление, в котором это совокупность всех видов искусства. Поэтому мне это очень понравилось. Okay. Здравствуйте, Дмитрий. Привет, Вадим, привет. Рад видеть. Рад вас видеть. Вот он пришел к нам ведь не на первый курс, на второй. И как раз мы работали над белорусской драматургией. Он, как ни странно, был увлечен, и для него это все белорусское вообще было новое. И нас очень хорошо Дударев принял у себя. И он на взводе тогда решил, что он будет делать Дударева свалку. Это он сам выбрал это. И, как мне кажется, мы остановились на очень интересном варианте.
мы берем опять, ну, во-первых, то, что это белорусская драматургия, во-первых. И если у Дударева был такой местечковый как бы вариант свалки, а сейчас, смотрите, проблема свалки – это вселенная. И очень классно просто, ну, во всех отношениях очень хорошо подходит этот материал. Я на самом деле очень обрадовался, когда я понял, что я выбрал правильного автора. Было здорово, что нам получилось прийти туда, к нему в его офис, и нас принял очень хорошо. Само произведение я выбрал, потому что мне понравилось, что она выражает аллегории, именно проблемы какие-то общественные. Вот этот вот голубой кусочек неба с птицами, и здесь, на свалке, будет маленький островок изумрудной зелени. То есть вот цвет блакитных озер, изумрудной зелени – это как бы вот цвета, ну, Белоруссии. И надежда, что со временем вот это блакитное небо, вот эта изумрудная зелень, она увеличится, и люди будут жить, когда будет меньше свалки и больше вот этой изумрудной зелени. То есть, когда есть какая-то открытость в том, как можно интерпретировать текст, тогда он живет вечной жизнью, и ее можно постоянно как-то по-разному манипулировать. Ну вот надо сказать, он как бы приехал, понятно, из Америки, но у него гениальный дедушка, и он учил русские стихи, русскую классику. И он даже говорил, он читал стихи, как будто он был из прошлого века. И когда мы пошли в киностудию на практику, я его познакомил с рабочим классом. И он свой словарный запас поднял намного, он уже как бы стал понимать эти отношения, жизнь, а там были комедийные ситуации. Да, так точно. Когда мы были на практике, Вадиму очень понравилось раскадровки делать. Хотя это уже у нас мы заканчиваем раскадровкой, а он начинает. И в конце концов это тоже имеет право быть. Он начинает работать, он читает материал, берет лист бумаги и шпарит эти раскадровки как автомат. Единственный в группе, он уже снимает кино. Не знаю, или это вот хватка американская такая, или что. Моя девушка Карина. С ней познакомился еще в общежитии. Вот. Это был первый мой год, когда я заехала в общежитие. Узнал, что она режиссер, и тогда я любил снимать на телефоне разные видео, ну, просто как мы учимся, и... Сразу был лук. Знаешь, это тогда было, когда был День Благодарения. Да, это был День Благодарения. В общем, постучал в дверь, открывается дверь, улыбка. Здравствуйте, можно лук? Но у меня как раз был лук. Я взяла одну луковицу. Он такой, а можно еще? Я такая, ну ладно, окей, я верну. Ну, в общем, так вот мы, в принципе, первый раз и заговорили. Да, еще нужно рассказать, что как бы мои однокурсники, чтобы я чувствовал себя больше как у себя дома, мы каждый год празднуем День Благодарения. Это была их идея. То есть каждый человек в группе, мои однокурсники, они что-то готовят и приносят. И я тогда готовил целую курицу в духовке в общежитии. И чтобы в курице что-то было, и чтобы у меня было повод познакомиться с Кариной, я постучал и попросил, может, она могла бы мне чем-то помочь. Кстати, лук ты так и не вернул. Это было так обаятельно, что, в принципе, не надо было уже ничего. Он так улыбнулся, я такая, такая улыбка интересная. Кстати, я даже вообще не знала, кто это, что это. Я даже не слышала, что у нас, в принципе, есть Вадим какой-то там из Америки. Мои однокурсники потом мне рассказали, что когда они узнали, что приезжает американец, все думали, что я буду афроамериканцем. И они немножко были let down, типа, они уже ждали афроамериканца, и когда они меня увидели, мне кажется, они были... Расстроены. Ну, чуть-чуть. Мне хотелось бы больше разнообразия. Я постоянно, когда вижу кого-то из международного отдела, я всегда спрашиваю, а есть ли там какие-то, может, французы или испанцы, может, кто-то еще интересуется, чтобы еще приехать. Очень было бы... Я думаю, это обязательно нужно для всех, чтобы было больше национальности. Это вообще супер. Когда люди сталкиваются с разными когда мнениями. Есть обмен культуры. Да, это вообще супер. Особенно в нашей творческой профессии. Мне дедушка сказал, что я обязательно должен жить в общежитии. То есть у меня был вариант, наверное, снимать квартиру, но он сказал, чтобы я прочувствовал студенческую жизнь досконально, чтобы я обязательно жил в общежитии.
Но интересно то, что академическое именно общежитие, оно чем интересно? То, что ты идешь по коридору, и каждый раз ты видишь что-то другое. Кто-то тут рисует, кто-то Да. лепит, кто-то... Особенно перед просмотром. Да, кто-то репетирует там монолог актеры, да. А еще чаще всего даже не монолог, а целые сцены ребята репетировали. Это очень интересно. Ночью особенно хорошо, когда не спится, художники там, кому-то зайти кофе заварить, просто посидеть на коридоре. Кто-то там на коридоре спит. Следующая наша встреча была... Это была вечеринка. Это была вечеринка, это вот эти общажные академические творческие вечера. Мгм. Мы жили на одном этаже, и Мгм. твоя комната была прям совсем в конце, а моя Да. чуть Ну, так на одном в этаже. серединке, да. Ну, в общем, мы вышли с моей соседкой на коридор посмотреть, что происходит. А на этаже темнота, открывается наша дверь, и такой луч света. И Вадим, как мотылек, на этот луч света прилетел, такой: «А, привет, а давай покажу тебе видео, которое я Ну, снимаю». Я сказала: «Вау, классно, ты такой талантливый». Да, считала меня режиссером. Ну, я хотел, чтобы меня считали режиссером. Вот. Он, на самом деле, очень красивое видео снимал, и мне понравилось это. Чувствовал ли, что он американец? Это даже, наверное, мне кажется, не столько в том, что он американец, он просто сам по себе необычный человек. По своему взгляду на вещи, по мыслям. И мне скорее было чувствовалось не то, что он там из другой страны, мне просто было интересно с ним общаться, потому что он был интересный сам собой. Вот. А то, что он американец, ну, не знаю. Я вообще даже до сих пор себя не ловлю на мысль, что я встречаюсь с американцем. Для меня это просто Вадим. Один из причин, почему я здесь уже так долго, в этой стране, это потому что я живу через своего дедушку, который... Ну, короче, мне дедушка постоянно говорил еще, что он скучает очень сильно о своей стране, ну, о той стране, которая была. И я с ним постоянно, каждый день с ним разговариваю, и поэтому я ему как раз-таки и собирался позвонить, поэтому, если можно, я бы набрал ему сейчас, и мы заодно могли бы пообщаться, я бы, может, познакомил вас с ним. Сейчас будет связь. Ой. Здравствуйте. Нас видно? Прекрасно. Да. Вижу вас. И мы вас очень прекрасно видим. Кстати, мы сейчас передачу снимаем. Вот эту, о которой я говорил. Если ты не видел камеру. Вот. Если я не ошибаюсь, ты мне вчера говорил, что ты потребуешь, что я какое-то стихотворение почитаю. Ну, давай, я с удовольствием послушаю. На твой выбор. Слушай. Да, окей, хорошо. Я тогда расскажу стихотворение. Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из другой страны, и мне нравится не гитара, а дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, темным платьям и пиджакам я читаю стихи драконам, водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне, припадает к воде и пьет, а не рыцарем на картине, что за звездой смотрит и ждет. И умру я не на постели, при нотариусе и враче, а в каком-нибудь дикой щели, утонувшей в густом плюще. Карине понравилось. Кстати, здесь Катя сказала, что, может, она и какой-то вопрос задаст, если можно. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вопрос. Расскажите. Вопрос. Да, главный вопрос. С какими наставлениями вы отправляли Вадима в Беларусь? Может, какой-то секрет жизни здесь, в советских странах, вы ему открыли? Вот, может, какое-то желание, мечта у вас есть, связанная с Вадимом? То есть вот какое-то пожелание. Сделаем вот так вот. Давай. Да. Вы знаете, он вырос в Америке. Америка совсем другая страна, Опа. которой очень благополучно, но жизнь совсем другая. А мне очень хотелось, чтобы он вернулся хотя бы на недолго, вернулся в тот мир, в котором вырос я и в котором я был счастлив. В том числе я был и в Беларуси, я тут предзащиту проходил, и вообще я очень люблю эту страну. И мне очень нравится, я очень горжусь, что он в этой стране нашел себя, полюбил ее и чувствует себя здесь прекрасно. У него здесь много друзей, вот и вы тоже улыбаетесь. Да, Я они прекрасная думаю, что вы пара. к нему очень по-дружески относитесь. Спасибо вам большое, что такого прекрасного Вадима у нас в Беларуси. Ну, с Кариной мы любим погулять. И я могу вспомнить, что самый большой подарок, который мама мне сделала, это такое называется Season Pass, когда ты можешь посещать, ну, так, как у нас, американские горки, сколько хочешь, и они вообще сумасшедшие. Поэтому
Я так понимаю, что мы сейчас тоже... Да, ну, у нас еще есть такая объединяющая нас традиция моя. Когда я еще была студенткой, мы вместе потом, Вадим, после моих экзаменов, мы ходили на аттракцион «Колесо обозрения» вместе. У нас даже есть фотография, где... На пленке На сняли. пленке, да. Ну, на колесо обозрения не пойдем реально на американскую горку. Вот часто сравнивают, что жизнь это как американские горки. Вот у тебя жизнь была очень похожа на американскую горку? Я бы сказал, да. У меня были всякие подъемы и падения, и истерики, всякое бывало. Ну, как бы, я думаю, что жизнь, она такая везде. Это было круто. It was nice. It was very good. У Вадима прекрасный русский, и это все определяет. То есть нет вопросов в общении. Это все определяет. Да? Ну, многое. Ну, нету вопросов в общении, трудностей каких-то. Да, есть... Я могу даже пошутить, да, что там полная маршрутка. Да, Полная. уже да. И есть какие-то моменты в произношении, но это единичные слова. Даже я иногда могу посмеяться, пошутить над ним. Ну, не Там, в скажи языке, джинсы, скажи. джинсы. Нет, Скажи джинсы. неправильно. Я уже Джинсы. научился. Да, ну мой дедушка, то есть как бы это понятно было, что я приеду сюда, и один из моих как бы целей это не только научиться, а еще найти как бы свою половинку. Дедушка не хотел, чтобы я с пустыми руками вернулся, поэтому... Вот мы все и выяснили, да? Ну не все, как бы я говорю, это один из вещей, которые мне нужно было чек сделать, как бы. Привези сувенир из Беларуси, да? Ну, мне просят всегда там то колбасу, то там что-то еще. Сало, да, кто что, да? Ну, потому что, знаешь, проблемы есть в аэропорте, всегда отнимают сало и все такое, но я думаю, что с этим все получится нормально. Я пришла к маме, говорю, вот в моей жизни появился человек, и он немножко не белорус. Чуть-чуть не белорус. Вот. Я сказала, что он американец, но русский американец. Она, в принципе, это восприняла довольно спокойно. Не было каких-то там... Вообще, насколько может родитель воспринять, что его ребенок с иностранцем встречается. Это было нормально встречно. Вот. Я сказала, что давайте я вас познакомлю. Мама сказала, хорошо. Мы с Вадимом выехали из Минска, это была зима. Там все было против нас. Просто ни с того, Ну, ни по с сего погоде. начался снег. Причем это не снег, это был как Хавьер. То есть вот эта дорога от остановки до дома, это было какое-то испытание. Ну, у меня возникло ощущение, что деревня — это некая иммунная система, и она работала против меня в этот момент. Как бы, потому что... Не ну, надо если- сюда, иди Да, прочь. да, как будто я бактерия Чужой. какая-то, и надо было ее как-то избить. Да, ну, Вот. собственно, мы добрались до дома, и... И такого больше не повторялось. Как только иммунная система, она привыкает Это было испытание. Да, она как бы уже нормально реагирует, поэтому я думаю, что... Да, ну и все. И, в принципе, они с мамой познакомились. Все нормально, у всех дружеские отношения. Меня как бы удивило... Закатки. Закатки, да. Ко мне пришло мысли, связанные с тем, что я видел, со знакомства с мамой, и меня как бы написал... много. Да. И ручка! Вот. Зачем? Мне надо! Да, консервированные овощи, они немножко несут глубокий смысл символическое. Вот, как бы, то есть я не видел нигде до этого, что прямо так серьезно относится Культ закаток. культ закаток, там, огород. То есть в Америке все покупают все в магазинах. То есть я даже увидел, что культура в отчасти как-то законсервирована, как в закатках. Вот. Но ты еще увидел наш подвал, в котором там стеллажи бесконечные закаток, и Ну да, возникла идея, а если бы я не уехал никогда бы оттуда, я бы остался в этом подвале с этими закатками отчасти. Иногда из-за того, что я из другой страны, я чувствую, что мне нужно как-то меняться, и мне нужно как-то... адаптироваться. Может адаптироваться, но одновременно это означает то, что я как бы себя в рамках неких ставлю. И эти закатки для меня стали метафором законсервирования себя, может быть. И с того момента мы написали сценарий, я нашел себе сценариста здесь, в Беларуси,
который мне основной сценарий написал, потом я их перевел на английском языке, отправил сценаристу в Америке и потом приехал на этот фестиваль и там работал. Это самый крупный жанровый кинофестиваль в Америке, называется Fantastic Fest, и мы сейчас как бы делаем для него конкретно фильм. И сейчас я больше года работаю на этот фильм. У меня есть еще актер, который приезжает из Германии, и оператор очень хороший. И фильм называется «Мамины закатки», и мы его готовим как раз-таки к этому фестивалю. Здесь каждый день по несколько экскурсий. У нас целое экскурсионное бюро здесь на киностудии. В основном это младшее поколение ознакомливается с возможностью, что есть такая киностудия в стране. То есть я думаю, что это полезное дело. Вот это декорация. «Иллюзия». Это сериал, «Иллюзия», да. ситком. Меня даже в какой-то момент рассматривали на роль для вот этого ситкома молодежного. Вот. И я здесь бывал, еще во время съемок я здесь бывал. Я много людей знаю на киностудии, на самом деле. Я работал здесь, я был в штате, у меня трудовая есть. И так что меня приняли очень даже хорошо, без проблем вообще. Мы находимся в первом павильоне. Это один из 5 существующих на киностудии павильонов. 1200 квадратных метров. Это самое большое помещение, наверное, в республике. Он предназначен для всех видов съемок. С начала до конца. Это и чистый звук. Здесь снималось множество фильмов. Знаменитые сказки, например, Нечаева. Военных фильмов очень много. Вот. Ну и сейчас, после реконструкции, у нас то есть возможности расширились резко достаточно. Для кинокартины «Авантюра Франсиса Уирвича» был дан заказ на изготовление машины, так как называемый танк Леонардо да Винчи. Таких машин в жизни не было. Значит, мы его делали где-то 2,5 месяца. Машина весит где-то по около 2 тонн, там 1,5-2, там где-то в таком плане. На мощном основании очень. Там 16 пушек. А туда можно залезть? Да, пожалуйста. Можно пройти, идемте с той стороны, посмотрим. Здесь паровая машина, то есть имитация того, что она может ехать самостоятельно. Труба вон там, видите, да? Настоящая печка, горит, там дрова, все, что как необходимо. И ручной привод, такие барабанчики с ручками, и машина может двигаться. Наша техническая база, она соответствует нормальному техническому уровню любой киностудии. У нас много очень снималось российских фильмов. Такой знаменитый фильм последний, как «Большой театр», знаете это, да? Вот, то это снимался в 4-5 павильоне. Это гигантские декорации, под самые мостики были. То есть технический уровень и уровень исполнения устраивают всех. Самое важное здесь, наверное, талантливый режиссер, талантливый, значит, хороший сценарий, тогда все окей. Сейчас у нас будут индусы, узбеки, скоро будут китайцы. Вот. То есть не только наша продукция. Наша продукция сейчас запущена 6 кинокартин. А чтобы можно было загрузить все это, наше богатство, которое вы видите, съемочные павильоны и все остальные цеха, значит, необходимо просто постараться, чтобы эти проекты были. Вот фильм был не игра, был дан заказ. Таких танков не осталось в живых. С начала Второй мировой войны они все были перебиты. Но вот в этом макете 4500 деталей. Вот все, что вы видите, это все фанера, дерево, кое-где тут металл. По замыслу он где-то утонул в болоте, его вытягивали. Вот. На линии Сталина, когда снимали его, там был казусный случай, он был собран, сделан. И российская там команда, которая каталась на современном танке, подъехала, спрашивает, а где вы его взяли? Их не существует в жизни. А потом спросили, вы своим ходом пригнали или нет? То есть у них даже не было сомнения, что это не настоящее, что это макет. Я еще помогал немножко в картине, когда Перлиман снимал здесь, там на натурной площадке. Ну, а так, чтобы,
самому что-то делать, как бы надо к этому прийти. И мне было бы желание, конечно, помочь в этом, ну, как бы, ну, я не знаю. Если можно было бы как-то привлечь американцев сюда, это было бы вообще шикарно, я думаю. Кино же делается для всего мира, а не только для закрытого круга людей. Как бы кино это на мир делается, поэтому весь мир и должен скапливаться здесь, в том числе. Если будет возможность как-то приобрести какие-то контакты в Америке, я бы с удовольствием их привел бы сюда. Ну, для этого нужно что-то делать, вот, и поэтому вот я и увлекся этим коротким метром. Все, уже год где-то готовимся к этому короткому метру. Вот. Ну, ладно. Well, all right. После 5 лет в Беларуси я восхищаюсь теми возможностями, которые у меня были и есть в плане того, чтобы творить здесь, пробовать новые вещи и ту поддержку, которую я получаю от тех людей вокруг меня. Я понял, что такое быть американцем, и теперь я, ближе к тому, чтобы понимать, что значит быть белорусом. Являюсь ли я иностранцем или нет тут, я могу сказать, что в своей жизни, куда я ни поеду, я всегда иностранец. Поэтому я доволен всеми возможностями, которые мне дали здесь. И спасибо вам всем.